Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня я буду делать 3D-мозаику оленя на стену. Я хочу попробовать две схемы, которые уменьшила в пропорции 1:6 и распечатала. Схемы, как всегда, можно скачать по ссылке в описании. Сначала я решила попробовать переплетный картон толщиной 1 мм. Наклеиваю на него распечатку канцелярским клейким карандашом. Мне нужно лишь немного зафиксировать бумагу, но можно распечатать схему в каком-то цвете и приклеить получше, тем самым сразу окрашивая детали. Прорези и отверстия нужно корректировать по толщине материала. Для этого можно прикладывать кусочек картона. На этой схеме они шириной 1 мм, на другой чуть поменьше. Вырезаю по контуру макетным ножом. Но оказалось, что ровно отрезать толстый и плотный картон мне довольно трудно. Местами он начал расслаиваться, и отверстия начали сыпаться. Поэтому попробую другие варианты. Переклеиваю схему на обычный тонкий канцелярский картон. Детали второй схемы я сделаю двухслойными. Приклеиваю распечатку к плотной акварельной бумаге. Каждую деталь вырежу по 2 штуки и склеиваю их между собой. Также я хочу их покрасить акриловой краской, например, перламутровой. Рога и первый щит я покрасила золотой краской. Теперь буду собирать оленя. Наклеиваю деталь второго щита на первый. Совмещая отверстия и выравнивая. После этого аккуратно вставляю в отверстия на щитах центральные части. Затем беру деталь номер 1 и вставляю ее в первые прорези от щита до упора. Так поочередно устанавливаю 5 больших деталей. Шестой деталью будет голова с ушками.
а 7 – рога. Дальше идут детали все меньше и меньше. И в конце устанавливаю крошечный носик. Также на прорези в больших рогах закрепляю маленькие рожки. Чтобы лучше держались, их можно приклеить. Саму фигурку легко повесить на стену с помощью двухстороннего скотча. Получилось похоже на тонкие латунные пластинки. В этом случае также склеиваю сначала детали щита. Далее устанавливаю центральную и боковые детали. А затем также по очереди вставляю номерные детали. Но только на этой схеме уже другой порядок. И вот такой атмосферный декор у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.